не только режиссер и актер, но и читатель творят своего Шекспира. Эти слова Иннокентия Анненского можно смело отнести к Лермонтову, который тоже создает своего Шекспира. Даже более того, он берет шекспировских героев и переносит их в другое время, в другую страну. И они начинают жить совершенно другой жизнью. Лермонтов очень хорошо знал и любил Шекспира, потому что он и портрет его нарисовал. Кстати, очень интересно сопоставить автопортрет Лермонтова и то, как он рисует Шекспира. Такое ощущение, что это два отражения одного зеркала, как будто они смотрят друг на друга. И явно в Шекспире Лермонтов видел отражение свое. И Лермонтов пишет, естественно, драму, потому что где же еще искать Шекспира, как не на сцене в театре? Драма «Маскарад». И эта драма становится финальной, последней точкой в истории императорской России. А произошло это в начале XX века, хотя написал Лермонтов свою драму в XIX. На первый взгляд очевидно сходство трагедии Шекспира «Отелло» и драмы Лермонтова «Маскарад». И там история убийственной, страшной ревности. И сюжет схожий, он вертится вокруг потери. Только Дездемона теряет платок, а Нина Арбенина теряет браслет. А дальше все идет накручивается вокруг обманутого доверия людей, которые их очень любят. Однако, несмотря на то, что Лермонтов, конечно, эту трагедию Шекспира очень хорошо знал, он даже слова из «Отелло» взял эпиграфом к одному своему произведению. Но есть у Лермонтова фраза о Шекспире, которая заставляет по-другому посмотреть на его героев. «Вступаю за честь Шекспира. Если он велик, то это в Гамлете. Если он истинный Шекспир, этот гений необъемлемый, проникающий в сердце человека, в законы судьбы, оригинальный, то есть неподражаемый Шекспир, то это Гамлет». И действительно, Арбенин оказывается ближе к Гамлету и в самобичевании, и в абсолютном неприятии мира, который построен на лжи, мира, который его окружает. И мир, который кажется тюрьмой, мир, который построен на условностях, которые принять он не может. Да и дальнейшая судьба Гамлета и Арбенина оказывается схожих. Их обоих обвиняют в сумасшествии. И Офелия говорит о Гамлете, о благородный ум повержен. Это можно было бы сказать и о лермонтовском герое, и о нем скажет неизвестный. И этот гордый ум сегодня изнемог. Только у Арбенина сумасшествие оказывается не мнимым, а настоящим. Но у Арбенина есть еще один предшественник в русской литературе XIX века. XIX век. Играют в карты абсолютно все, поэтому ближе всего к Арбенину оказывается Герман из «Пиковой дамы» Пушкина. Петр Вяземский объясняет вот эту страсть. В русской жизни карты – одна из непреложных и неизбежных стихий, мерила нравственного достоинства человека. В азарте, в игре проявляются, в общем, все человеческие качества, поэтому карточный долг – это долг чести. Ну и кроме азарта, Арбенина и Германа связывает финал, потому что Герман сходит с ума, и Арбенин сходит с ума. Конечно, Лермонтов, как автор, своим героям, главным персонажам передает и свое видение мира, и отчасти свои мысли, поэтому его герои оказываются в чем-то схожи, в чем-то родственные. И слова, сказанные об Арбенине, можно отнести к другому лермонтовскому герою. Но я люблю иначе. Я все видел, все перечувствовал, все понял, все узнал. Любил я часто, чаще ненавидел и более всего страдал. Сначала все хотел, потом все презирал я. То сам себя не понимал я, то мир меня не понимал. Конечно, эти слова можно было бы отнести к Печорину. Он также страдает и также не понимает его окружающие люди, не понимает мир.
Но маскарадом жизнь высшего света назовет не Лермонтов, а Пушкин в романе «Евгений Онегин». Он вложит в уста Татьяны Лариной слова, что она отдать бы рада всю эту ветошь маскарада. Маскарады становятся очень популярными в 30-х годах XIX века, и Энгельгард получает разрешение на проведение публичных маскарадов, на которые нужно просто купить билет. И может прийти любой человек в маске или в костюме. А когда человек надевает маску, он начинает вести себя по-другому. Сплетни, интриги, скандалы – вот что является внутренней жизнью маскарада. Хотя на маскарады заглядывал и даже сам император. Но именно на маскарад к Энгельгарту и собирается чета Арбениных. Именно там и произойдет вся эта трагедия, построенная на обмане. Потому что жизнь высшего света, по мнению Лермонтова, и есть маскарад, где люди носят не свои лица, а чужие маски. Драма создается для того, чтобы жить на сцене. И Всеволод Мейерхольд задумывает поставить лермонтовский маскарад здесь, на сцене Александринки. Создает он этот спектакль очень долго. Долгие 5 лет рисуются декорации, создаются потрясающие костюмы. И пышная премьера назначена на февраль 1917 года. Зрелище получилось роскошное и страшное. Страшное потому, что продираться к театру пришлось через толпы митингующих на улицах Петрограда. Тогда уже развернулась февральская революция. А маскарад, который играли на сцене Александринки, это было как реквием империи, прощание с монархией. И особо символичным выглядело появление в конце спектакля фигуры неизвестного. Это своего рода черный человек Арбенина, его альтер-эго, который и произносит главные слова «казнит злодея провидение». Он раскрывает, что Нина абсолютно была невиновна, и Арбенин зря ее убил. Неизвестный наемный убийца, так поставил Мейерхольд. Свет нанял неизвестного отомстить за Арбенину за то адское презрение, которым он гордился всюду. То есть это, в общем-то, рок, судьба.